Добрый день, уважаемые зрители, посетители моего канала, уважаемые гости. С вами ведьма Графина и мои говорилки. Сегодня на тему магии, про приворот, легенды, мифы, страхи, байки, сплетни. И то, что я из личного опыта попытаюсь опровергнуть, может быть, или донести. Это мой опыт. Магией занимаюсь очень давно. Я в 6 лет уже у бабушки вызывала дождь. Когда на огороде не было дождя, все засыхало, я уже брала и интуитивно создавала свой ритуал для вызова дождя. Итак, какие вопросы чаще всего задают или какие-то байки чаще всего ходят. В интернете очень много информации. И я вам раскрою страшную тайну. Все вот эти вот тексты в интернете пишут мне некие копирайтеры, которые друг у друга копируют. Копирайтеры — это часто какие-то школьники, или это какие-то дети, или какие-то необразованные девицы, малолетние просто переписчики. У них есть кто-то, кто проверяет, иногда проверяет через пень-колоду, там куча орфографических ошибок, неграмотно все это, без какого-либо контроля, все это вываливается в интернет, этот мусор. Итак, чтобы вы понимали, что они друг у друга копируют вот эти мнения. Кто-то сочинил, кто-то, кто не имеет никакого отношения к магии, кто никогда или знает магию по каким-то книжкам или текстам. И вот они начинают друг другу что-то рассказывать, застращать. Это такой вид времяпровождения. Знаете, вот какие-то вот надо что-то помечтать о чем-то, страшилки какие-то детские друг другу рассказывают. Ну, первое, начнем с привязок, что приворот, некоторые считают, что нужно прям какие-то жесткие биоматериалы. Еще раз повторяю, что да, это желательно, но не обязательно. Про привязки было отдельное видео. Фотография. Причем, что правда, что мешают животные, посторонние люди или какие-то знаковые места. Вот памятники, если на фоне какого-то памятника там заложен какой-то образ, вот это вот нежелательно, или там кресты какие-то, или на фоне кладбища эта энергетика, нежелательно. Или за спиной какая-то картина, где какое-то действие изображено. Потому что энергетика картины, она ого-го какая может быть. И что неправда, ну там возраст. Еще рассказывают якобы, что нужна фотография, обязательно, чтобы это сделано было на старом фотоаппарате. И чтобы это был объектив. И чтобы это прямо на пленку легло. Абсолютно не играет никакого отношения, какая была задействована техника. Факт тут, что этот образ человека, он распечатался, отпечатался, и существует этот отпечаток. Все. Каким способом он там сделан, не играет значения. Даже если он сзади. Конечно, когда я посторонний, как бы вам, человек, делаю приворот, мне нужно видеть лицо человека, чтобы представить примерно себе, кто это, что это, посмотреть на личность. Не потому, что это так вот прям обязательно, потому что я этого человека никогда в жизни не видел. По сути, фотография может даже со спины подойти. И это тоже будет привязка. Потом вот эти вот рассказы про какой-то страшно зачем люди запутывают это максимально. Но я скажу зачем. Вообще сотни или тысячелетиями магия была уделом жрецов, закрытой касты. И любые сведения, если спускались, то с какой целью? С целью, чтобы эти ритуалы не работали. Это дезинформация. Часть это была украденная информация, неполная информация. Информация, которая приносилась людьми, которые, ну, скажем так, не могли ее полностью запомнить или осознать. И в итоге вот эти вот мифы расползлись. То есть это закрытая информация, которая сейчас она полилась, и полилась она в качестве дезинформации. Потому что запрещали, жгли ведьм,
крестовые походы, ту несчастную эту, сожгли, Жанну Дарк, вот, потому что она видела, как к ней приходили духи, ну, неважно. Получается, что это все под запретом прессовалось, закрывалось, эта информация сотнями лет закрывалась. Поэтому сейчас очень мало достоверного. И проверить это может только практика. Дальше. То есть фотография может быть даже в черных очках. Просто если есть фотография в черных очках, это уже что-то. Да, есть приворот, который действует без фото. Это называется чертогрыз, но он действует только в том случае, если вы его делаете себе лично, вы примерно представляете, кто это. Если я его делаю, я не могу, если я этого человека не знаю, то мне нужна его фотография не для ритуала, а для того, чтобы понять, кто это, чтобы это создать образ, мыслеформу, представить этого человека. Кстати, руны могут работать и на огурце, напоминаю. Хотя у меня на огурце они с трудом идут, эти ритуалы. Дальше. Там какие-то страхи и ужасы, что нужно чуть ли не взять кровь из вены для какого-то, для ритуалов, и чуть ли не сперму суточную, которая еще теплая. Я не знаю, зачем это вообще, откуда это. Ну, вероятно, это для того, чтобы показать вам, что все очень сложно, все очень запутано. Не отвлечь, ну, наверное, для того, чтобы, да, вы думали о том, что это очень сложный труд и насколько все это сложно. Вот я по-другому не понимаю, для чего сочинять эти байки. Фотография и есть магическая привязка. Потом много рассказывают про то, что какие-то страшные последствия, там кто-то умер, что там пошла делать приворот, споткнулась, упала, разбила колено. Еще у меня уже было видео на эту тему. Скорее всего, что вас наказал эгрегор, что вы сидели и вдруг ни с того ни с сего побежали к другому эгрегору и начали у него что-то там выпрашивать. Кто из них вас нажарил? Еще большой вопрос. Как вам отнеслись эти две разные силы? И, что вы могли получить? Кто из них наказал? Там уже сложно разобраться. Еще и вы любите потом пойти в храм, каяться там или исповедоваться. Но это вообще трэш, это я об этом рассказывала. Изменили Мише и побежали с Васей, а потом побежали к Мише и все рассказали. Вот это из той серии. Дальше. Часто говорят, что ой, мне плохо, у меня слабость, там, или что-то у меня бессонница. Это вот общие заметки по магии. Когда вы ставите какой-то ритуал, меняется, вы меняете реальность, причем кратчайшим путем. Вы идете через какую-то перезагрузку, и меняется он, меняете вы мысли о вас. В том числе и вы меняетесь так, чтобы ему максимально нравиться. Меняется какое-то, может, ваше отношение к нему. И кроме того, вы находитесь в общем энергетическом потоке с ним. Если он разорван, он возобновляется, и все это курсирует между вами, ваши страхи, сомнения, подозрения. И вот вы это все перехватываете, и это все начинает активно двигаться. Это как вот вы, допустим, не занимались физкультурой, потом пошли позанимались, и говорите, ой, у меня там то болит, у меня то болит. Да, пошла перестройка, мышцы, суставы там пошли, там нагрузка, там... Это не обратка, это скорее вот тот самый откат, что перестройка энергозатратна для вас. И не стоит этого бояться, ну и преувеличивать это тоже не стоит, страхи эти, что это все вы там прям ужас, что с вами происходит. Это при любых изменениях. Вы сидели, как ребенок сидел дома, пошел в садик, начал ходить, у него там начались сопли. Вот. Ну, как-то же надо социализироваться, общаться с детьми, там, да, так же. Или вы не работали, вышли на работу, у вас начинает жизнь перестраиваться, вам немножко тяжело. Или вы никогда не жили в какой-то стране, там все разговаривают друг на китайском, вам тоже будет тяжело.
А если мы оставим все как есть, вот как вы сейчас, то значит все останется на прежнем уровне. Поэтому не бойтесь перемен, но они немножко будут вас тревожить. Потом еще есть такой миф о том, что нельзя сделать приворот, если у вас не было секса или у вас не было личной жизни. Это что если у вас не было отношений. То есть есть два вида. Это возврат, да, когда у вас были отношения. Само по себе это неплохо. Если у вас были отношения, у него был интерес, может, вы где-то там затупили, где-то что-то у него упало по какой-то причине. Вот эту мы причину устраняем, усиливаем эти чувства. Если не было отношений, это немножко другое, не там секса, интима, но оно тоже работает. Причем есть факты, когда люди даже не виделись в реальности, видели друг друга по интернету, и имелась какая-то очень мутная фотография. Даже имя не точно, то ли Мануил, то ли Мануэль. В общем, да, это возможно. Что правда, это если он вас не знает, это да, вот это уже проблема. Допустим, вы пришли в театр, знаю, там, смотрели, видели мужчину красивого, и он вам понравился, и вы там вышли где-то, столкнулись с ним возле туалета, он прошел мимо вас, вы еще раз его увидели, а потом вы увидели его там, как он уходит, уезжает там, не знаю, на красивом автомобиле. Подумали, хочу. Вот тут звоняйте, я не знаю как. Этот человек вас не знает, и единственный есть став рунический, я его никогда не пробовала, честно скажу. Кто хочет, попробуйте. Называется Йоко и Джон. Это пара Йоко Оно и Джон Леннон, известный Битлз, который не знал эту Йоко Оно, и есть все основания полагать, что она его все-таки приворожила, поскольку у него все женщины до этого были блондинки, а она была брюнеткой, вообще японкой, хотя у нее были свои преимущества. И вот еще про это говорю. Да, так что действует, в основе лежит все-таки, что работает нам плюс. Изначально ваша симпатия, насколько вы друг другу подходите, насколько у вас какие-то общие интересы, насколько вы женщина, в его вкусе. Вот когда вы хотите этого мужчину получить или вернуть, насколько вы ему импонируете вообще. Вот это самое важное. Причем тут может не играть, уйти на второй план и расстояние, и количество вместе проведенного времени, и сколько у вас был интим, не было интим, были отношения там какие-то глубокие, не было отношений, есть ли у него женщина или нет у него женщин, даже временной отрезок, насколько он может вас не видеть 20 лет, но вы настолько вот в его памяти присутствовали вот каким-то таким ярким впечатлением, позитивным, что номер один, да, и когда он вас увидел, есть у меня такие случаи, когда спустя 20 лет люди опять встречаются и даже женятся и рожают детей. Хотя они встретились уже другие. Но он настолько вот запомнил, что тогда, вот что-то такое было, что оно не умерло в нем. Вот что играет роль. Это любовь, это какие-то чувства были. И 21 год прошел, и не встретились и поженились. Хотя он уже был другой человек, и она была другим человеком. Она вот заказала так приворот. Это возможно. Даже столько времени не мешает, это не помеха. Хотя да, есть некое влияние, потому что человек просто забывает. Если вы не были таким ярким впечатлением в его жизни, хотя там тоже как бы объяснение, что это была молодость, самая такая бурная, самая такая чистая любовь какая-то, да, может быть, она ему так запомнилась. А в вашем случае, может, наоборот, он вырос из этих коротких штанишек, и для вас 21 год оказались роковыми. Это все надо диагностировать, все это надо понимать. Итак, что самое главное, чтобы он вас знал, и вы его тоже знали лично. Даже можно по интернету, пусть это будет интернет-общение. Все остальное, оно играет значение, но на первом месте играет значение все-таки ваша совместимость, насколько вы его женщина.
Вот это самое главное. Насколько вот вы сейчас его женщина. Может, он прожил, ему, может, в молодости одно нужно было, может быть, вот этот случай, когда они через 21 год встретились, и они опять совпали. Вот поэтому все так легло. Хотя это, конечно, сложный, я бы сказала, случай. И еще какой миф? Миф про то, что все спиваются, или рождаются больные дети, или выкидыш. Я вам скажу, что нет. Уже у меня эти дети, которые там, родители которых сошлись по привороту, они уже в школу пошли, все с ними нормально. Когда люди живут 3 года, допустим, у них было за что зацепиться, они потом говорят, что приворот закончился, все, они разбежались. Нет, приворот это не цепь. Это, ну скажем, когда к веточке яблони прививают грушку. И вот они срастаются за это время, и они уже начинают плодоносить, и все у них, вот они срастаются. Все, не значит, что он возьмет и отвалится. Это вот такая аналогия. Но я же говорю, что если не получается что-то, значит, скорее всего, что мы пытаемся скрестить, не знаю, овцу с колючей проволокой. Может, вы настолько разные, настолько у вас, или ваши отношения были какими-то такими мимолетными, и он уже давно настолько другой человек, и вы ушли вообще в другую сторону друг от друга, вы не подходите, и вдруг вы решили его приворожить, вот это может быть проблемой. Вот это. Еще и прошло много лет, говорите, ой, это потому что много лет. Нет, в основе самое главное взаимная симпатия, вот за что цепляться. Хотя я же говорю, что если долго елозить, если долго долбить не раз, можно решить и этот вопрос. Поэтому никто ничего не спиваются, только алкоголики, которые раньше были склонны к алкоголю. Потом, если вы говорите, что какие-то ужасы, какая-то Маня написала, что она пошла делать приворот, я же говорю, что что у нее там сгорел сарай, потом Вася пришел и ушел, просто же говорю, что она не доделала этот приворот, или ей надо было сделать серию приворотов. Вот и все. А она просто испугалась, ушла с полпути. Поэтому торопыжничество тут тоже ни к чему. Куда торопиться, и заклинания вот эти. Все плохо, все ничего не получится, ужасно, все. Вот вы себя заклинаете, и это имеет силу, особенно в период, когда ритуалика какая-то, или у вас какой-то транс. Вот вы прям попадаете в транс, и ночами начинаете мне писать, все плохо, все, молодцы, заклинайте себя дальше. Проклинайте, заклинайте, вы сами себя проклинаете. При том, что я говорю, что у меня есть люди, которые вот настолько они по-другому как-то к жизни относятся, что вот бывают такие отчаянные ситуации, где уже я на нее, я обычно смотрю позитивно. Но есть такие ситуации, когда я говорю, слушайте, тут, не знаю, вообще непонятно что. И люди вот каким-то чудом, да, вот именно чудо, это вера человека. Чудо это как какое-то спокойное отношение, что ли, к каким-то проблемам. Да, у него там жена, 2 детей, живет где-то в другой стране, на другом конце земного шара, тем не менее он бросает жену, любовницу, не знаю, каких-то бывших, и все равно с ней соединяется. Вот такой вот случай был. Несмотря на то, что казалось, что там все завал. И если бы эта девушка там агонизировала у меня вот так вот, то, наверное, все, конец света наступил. Ничего бы у нас не получилось. Это я ей благодарна за ее стойкость, за такой позитивный взгляд на мир, за спокойную уверенность. Так, потом, что вас колбасит, потому что вы в энергетическом потоке находитесь, от вас что-то требуется, а вы не хотите это делать. И понимаете, вот как вы пили по утрам горячий кофе, у вас от этого било сердце, головокружение, не знаю, там какой-то ожог слизистой, а теперь вам говорят, так, пей по утрам теплую водичку. Вам это может не понравиться. И вот так же точно и этот. Для дела, допустим, надо, чтобы вы пили
теплую водичку по утрам. Это вот такая перестройка, она будет энергозатратная для вас. Ну и какие там еще мифы? Запугивание, что... по поводу того, что возврат, по поводу фотографии я сказала. Ну и на реальном плане как себя вести. Вообще у женщин есть вот желание продуцировать вот эти свои ошибки. Причем я не люблю обобщать, но тем не менее вот частые, может вы их не делаете, но все-таки повторю, может это не ваш случай, но тем не менее, смотрите, то вы любите, писать ему какие-то гадости. Ты негодяй, ты мне изменял, матюкать его, или говорить, что ты плохой в постели был. Второе, вы какие допускаете ошибки. Он вам позвонил, вы помчались его обслуживать. Все, он вам сказал 2 теплых слова, как ты, я скучаю, все, вы побежали куда-то к нему в постель. Не надо этого делать. Третья ошибка, когда вы начинаете его унижать, говорить, что ты кривоногий, да, ты против меня вообще никто, и как ты смел мне, царице, там что-то там сказать, и вообще, то есть это просто отталкивает человека от вас. Если вы критикуете его маму, его папу, его детей, я понимаю, что эти люди могут быть вам неприятны, но вы должны быть хитрее и язык держать за зубами. Еще какие ошибки? Вы любите там говорить: все, пошел вон, я вышла замуж. Вот эти заявления, они очень крайние. И в момент, когда мы делаем приворот какой-то или что-то серьезное, лучше воздержаться вообще от этих. То есть можно подавать какие-то туманные намеки, что вы не одна, и вообще у вас есть другие. Лучше втихаря завести каких-то поклонников, но такие заявки вы можете просто человеку все отбить и надолго. То есть на реальном плане не надо его добивать. Критиковать и не надо рассказывать про свои болезни. Вот пока когда он будет ваш муж, вот вы будете уже ему рассказывать. Он вам будет там, пошел сгорел, и теперь у меня там прыщ скочил, и плечи горят, а вы ему: ой, там у меня поперек заболел, там. Вот, когда идет приворот, когда вы начинаете там встречаться, не надо его окрашивать, что вы там какой-то мазок взяли, и что-то у вас там не так, и вот вы попили таблетки, теперь вас пучит. Ни к чему это. Это никому не интересно. Вы просто становитесь скучной, неинтересной особой. И это еще затрудняет. Если не знаете, что делать вообще, лучше вообще не общайтесь с ним. Да, и когда идет вызов какой-то, на который поверх приворота, то вам надо общаться с человеком. Нельзя отказываться от общения. Общаться как с другом. Не кидаться на шею, но и не хамить. И стараться избегать каких-то разборок. И я же говорю, что какое-то время, если у него была женщина, то она может какое-то время висеть между вами. И вам надо хладнокровно к этому относиться. Делать вид, что вас это не касается, что вы этого выше. Это такие, еще будут у меня говорилки разные на тему, как выйти замуж, и как себя вести под ритуалами, какие могут быть неожиданности. Еще раз говорю, что если вас колбасит, значит, вы чувствительны, у вас происходит изменение, и вы действительно были далеки от ситуации. Чем больше между исходной ситуацией и желаемой расстояние, тем дольше и больше вас будет кошмарить. Потому что, как ни странно, и в магии везде есть причинно-следственные связи. Если что-то было не так, значит была какая-то причина. Магия не раскладывает это на годы какой-то терапии, как у психологов. Магия решает это интуитивным образом, заимствуя энергию у других эгрегоров. Мы решаем это кратчайшим способом.
без вот этого, не надо вникать, не надо там без конца что-то перемалывать, копать. Но она тоже требует времени, не 2 года, но требует. И вас какое-то время перетрусит. У вас все эти шарики, ролики в голове перетрусит, у него перетрусит. И тогда только будет результат. Как кубик Рубика крутим, сколько там надо. Если правильно его крутить, то все равно какое-то время надо что-то закрутить. Чем больше он разобран, тем больше движений надо сделать. Так и тут. Ну, всех остальных я приглашаю на диагностику, на погадать, все услуги платные, разобраться в вашей конкретной ситуации, вашей исходной ситуации и обрисовать перспективу. Я считаю, что если что-то не нравится, это надо менять, не смотреть на то, что у вас там по астрологии, какие у вас там падения, подъем. Себя самого надо поднимать и быть готовым к переменам и желать их. С вами была Графина. Все мои контакты под этим видео. До свидания.